Приветствую. Сегодня у нас на повестке дня дрон «Камикадзе Герань-2». Да, тема актуальная. Именно к 2025 году это уже, явно не просто рядовое оружие. Хочется понять его эволюцию, характеристики и, главное, влияние на конфликты. Разберемся, что это и почему так значимо. Давайте попробуем. Начнем, наверное, с корней. Откуда он вообще взялся? Вроде как иранский «Шахед-136». Ну да, изначально это он, «Шахед-136». Но в России его взяли за основу, адаптировали и наладили массовое производство. В Алабуге, это в Татарстане. И называют «Герань-2». Но вы говорите «адаптировали», то есть к 2025-му это уже не просто сборка. Именно так. Это уже, можно сказать, самостоятельная российская платформа. Не просто иранские комплектующие собирают. А почему это важно? Что значит «самостоятельное»? Это значит, что Россия может вносить свои изменения в конструкцию, в электронику, возможно, даже материалы другие. Это дает гибкость, возможность быстро реагировать на нужды фронта, но и снижает зависимость от Ирана. Понятно. А что по характеристикам вот этой, так скажем, базовой Герани-2? Характеристики, да. Скорость невысокая, где-то 180, может, 200 км в час. Летит низко. Что усложняет обнаружение радарами? Так. Именно. Зато дальность, вот тут интересно, заявляется до 2500 километров. Это серьезно. Ого. А боевая часть? Боевая часть относительно небольшая, килограмм 40-50 взрывчатки. Навигация спутниковая, GPS, ГЛОНАСС. И в чем его, так сказать, фишка? Сочетание простоты и... И эффективности. Вот именно. Технологически он не суперсложный, но в реальных условиях показывает себя очень действенно. Вы упомянули простоту и эффективность. Наверное, тут и экономика играет роль. Дешевизна. Абсолютно. Это ключевой момент. Стоимость одной герани, по разным оценкам, скажем, от 20 до 50 тысяч долларов. Так. А средства перехвата? А вот тут самое интересное. Ракета для системы ПРО, типа Patriot, может стоить до 3 миллионов долларов. 3 миллиона против, пусть даже 50 тысяч. Вот. Соотношение просто колоссальное. Поэтому герани — это идеальный инструмент для истощения ПВО. Дешево и сердито. Классика асимметричной войны. То есть дело не только в цене за штуку, но и в количестве. Их можно много запустить. Точно. Массовость — это второй столб их эффективности. По некоторым данным, к середине 2025 года Алабуга может выходить на мощности чуть ли не до 10 тысяч единиц в месяц. 10 тысяч? В месяц? Такие цифры озвучиваются. Это позволяет использовать тактику роя. Роя? Это как? Запускают одновременно десятки, а может и сотни дронов на одну зону. Цель — просто перегрузить ПВО противника, прорваться за счет количества. И куда они целятся в основном? Инфраструктура и энергетика, например. Военные склады, штабы, радары и сами комплексы ПВО. Это уже не просто тактика, это инструмент стратегического давления. Но ведь ПВО тоже не дремлет, адаптируется. Конечно. И как сама герань эволюционирует, чтобы обходить защиту? Говорят же про новые версии. Да, эволюция идет постоянно. Вот появилась уже реактивная версия. Условно ее называют Герань-3. Реактивно — это что значит, быстрее? Значительно быстрее. До 500 км в час. И летит выше, потолок до 9 километров. Ого, это совсем другие параметры. Сложнее сбить? Намного сложнее. Быстрее, выше радаром засечь труднее. Средством поражения достать. Плюс наверняка работают над защитой от РЭП, радиоэлектронной борьбы. От глушилок, то есть? Да, и маршруты полета постоянно оптимизируют, чтобы обходить известные зоны ПВО. И как на это отвечают, вот, например, Украина? Там комплексный подход. Разные системы ПВО, и старые, и новые, мобильные группы с пулеметами, ПЗРК, даже акустические датчики используют. Старые герани ведь характерно гудят. Мопеды их называют, да. Ага. Но вот против новых, реактивных, которые летят выше, быстрее и, возможно, тише, эффективность таких мобильных групп и акустики, конечно, падает. Это постоянная гонка вооружений и тактик. А что дальше? Куда это все движется? Искусственный интеллект? Тепловизоры? Да, об этом говорят. Версии с элементами ИИ для лучшего распознавания целей, возможно, даже движущихся, тепловизионное наведение для работы ночью или в плохую погоду.
Способность самостоятельно выбирать цели из списка или обходить внезапно возникшие угрозы типа РЭБ. Звучит серьезно. И если посмотреть шире на всю систему вооружений, такие дроны могут ведь потеснить другие средства. Например? Ну, смотрите. Корректируемые авиабомбы, КАБы. Для них нужен самолет, риск для пилота. А тут риска нет. Именно. Или ФАБы с модулями УМПК. Это обычные бомбы с крыльями и навигацией. Тоже нужен самолет. Дорогие крылатые ракеты «Калибры». Х-101. Их много не запустишь, цена кусается. А герани дешевые и массовые. Вот. И точность у них достаточно для многих задач. Может, даже дальнобойную артиллерию частично заменят для ударов в глубину. Дешевый, точный удар без риска для авиации. Да уж, картина вырисовывается. Получается, герань к 2025 году — это такой символ новой эпохи в вооружениях. Дешево, массово, эффективно и постоянно адаптируется. Именно. Пример того, как технологии меняют саму логику войны. Меняют тактику, стратегию. И вот, наверное, главный вопрос для размышления на будущее. Как вот это дальнейшее развитие и, что важно, распространение таких вот недорогих, но умнеющих дронов «Камикадзе» повлияет на глобальный баланс сил? В каком смысле? Ну, смотрите. Традиционно мощные, супердорогие военные системы, авианосцы, базы, комплексы ПВО стоимостью в миллиарды, они вдруг становятся уязвимы. Уязвимы перед атакой сотен или тысяч дешевых, но достаточно умных дронов. Массовая дешевая атака против дорогой обороны. Да. Это вызов всей сложившейся военной парадигме, и ответа на него, пожалуй, пока нет.